Благодаря этому полотно будет более плотным и столбики с одним накидом не будут косить при круговом вязании. Всех приветствую на канале. Сегодня будем вязать плоский и ровный овал, который можно использовать в качестве донышка, например, для сумки или для корзинки. Овал я вязала столбиками с одним накидом. Я буду вязать на примере джута, но это донышко можно связать и полиэфирным шнуром, или вообще обычной пряжей. Обратите внимание на идеально ровный стык рядов. Вот здесь я даже не замкнула последний ряд. И при вязании по кругу мы не имеем никакого перекоса из столбиков с одним накидом. А еще я расскажу, как рассчитать количество воздушных петель для того, чтобы получить овал нужного нам размера. Давайте начинать. Для того, чтобы определить длину воздушной цепочки, смотрите, вы должны сначала определиться с размером донышка. То есть определить длину донышка и ширину этого донышка. Затем от длины донышка вычесть ширину, и мы получим длину воздушной цепочки. У меня получается, что длина воздушной цепочки должна быть 14 сантиметров. И прежде чем приступить к набору, мы сначала вот так вот 4 раза по 14 сантиметров отступаем от края и оставляем вот такой длинный хвост. И начинаем вязать цепочку из воздушных петель на длину 14 сантиметров. И я набрала воздушную цепочку. Получилось у меня 26 петель. Теперь приступаем уже к вязанию самого овала. Набираем 3 воздушных петли для подъема. И теперь в четвертую от крючка петлю я вяжу 5 столбиков с одним накидом. Выполнила 5 столбиков. И теперь каждый из этих столбиков отметим маркером, потому что в следующем ряду мы будем в эти столбики вязать прибавление. Я отметила 5 столбиков и беру 6-й маркер и 6-м маркером отмечаю воздушную цепочку подъема. Дальше я вяжу по одному столбику в каждую петлю, подхватывая за одну дужку до того момента, пока у меня не останется на цепочке последняя воздушная петелька. Провязала воздушные петли столбики, осталась у меня последняя воздушная петелька. Всего получилось провязать 24 столбика, не считая вот эти, которые отмечены маркером. И сейчас в последнюю воздушную петлю мне нужно будет связать 6 столбиков с одним накидом. Каждый столбик также отмечаем маркером. Я связала 6 столбиков, также отметила их маркерами. И дальше продолжаю вязать столбики с одним накидом, подхватывая вторую половинку петель от воздушной цепочки. Я провязала столбики по второй половинке цепочки. Обратите внимание, что вот тут вот между маркерами 24 столбика. И здесь тоже связано после маркера 24 столбика. Теперь замыкаем вязание в круг. На моем канале есть видео, как это делать незаметно. Ссылочка будет в описании, посмотрите. Здесь покажу быстро. Ввожу крючок сзади в первый связанный столбик, пропустив воздушные. И вытягиваю петельку на изнаночную сторону.
Все, я соединила вязание в круг. Мы оставляли хвост ниточки. И чтобы он нам не мешался, мы его сразу же приберем. Посмотрите, у нас остаются дырки вот в этом вот месте, где мы вязали в воздушную цепочку. И мы эти дырочки сейчас закроем вот этим хвостиком. Вводим крючок вот между столбиками, прям примерно в центр. Вытаскиваем этот хвост и начинаем по отверстиям вводить крючок и вязать соединительные столбики. Все, я выполнила всю цепочку из соединительных столбиков. Все отверстия закрыты от воздушной цепочки. Приступаем к вязанию второго ряда. Выполняем 3 воздушных для подъема. И сейчас в каждую петлю, которая отмечена маркером, будем вязать 2 столбика. У нас была отмечена воздушная цепочка. Я убираю сейчас маркер, переношу его на воздушную цепочку. А в воздушную цепочку выполняю прибавку, то есть вяжу еще 1 столбик с одним накидом. Первая прибавка готова. Дальше накид на крючок, будем вязать прибавку в следующий столбик, отмеченный маркером. Маркер убираем пока. Я подхватываю петельку за обе дужки и еще поворачиваю вязание изнаночной стороной и подхватываю протяжку под петелькой. То есть фактически на крючке у меня как бы 3 ниточки, 2 ниточки от воздушной петли и протяжка. Благодаря этому у нас будет меньше отверстий в полотне и столбики не будут косить при круговом вязании. Выполнила столбик, отмечаю его маркером. И в эту же петлю вяжу второй столбик с одним накидом. И посмотрите, между маркерами у нас сейчас по одной петле. И таким образом в каждую петельку, отмеченную маркером, мы вяжем 2 столбика. Если петелька маркером не отмечена, вяжем по 1 столбику. Таким образом вяжем овал до необходимого нам размера. И у нас с каждым рядом расстояние между маркерами будет увеличиваться на 1 столбик. То есть, видите, во втором ряду между маркерами уже по 1 петле, а в первом ряду у нас они шли подряд. Накид на крючок и вяжем прибавку в следующий столбик. Не забываем правильно подхватывать сначала петельку, а потом протяжку под петелькой. И не забываем отмечать столбики маркерами, чтобы не сбиться. Я связала в общей сложности 5 рядов. Вот что получилось. Теперь мы замыкаем вязание в круг. Обычным соединительным столбиком вяжем его в первый столбик ряда. Убираем все маркеры и хорошенько отпариваем донышко. Донышко отутюжено. Теперь можно вязать сумку или корзинку. Ну а я жду ваших лайков. Делитесь ссылкой на этот мастер-класс со своими друзьями. Пока!